Добрый день, друзья! Пора подводить некоторые итоги. Но сначала немного истории. Год назад из Краснодара я получила посылку с погибающими орхидеями. Там было 11 орхидей. Но одну из тех орхидей мы сразу списали, потому что был сухой пенек с совершенно высохшими корнями. И орхидей осталось 10. И вот сегодня я вам хочу показать, что же получилось из 10 орхидей. Конечно, потери были, и в течение года я вам о них рассказывала. В общем-то, получилось 50 на 50. Осталось всего 5 орхидей. Я вам их показываю. Мы недавно делали пересадку одной из орхидей. Отделяли маленькую детку от такой же маленькой орхидеи. Ссылку на это видео, как, впрочем, и на распаковку посылки, я оставлю в правом верхнем углу экрана. И вообще все ссылки, которые будут появляться в правом верхнем углу экрана, это будут рассказы об этих орхидеях. Еще есть плейлист, в котором собраны все рассказы об этих орхидеях. Так что будет и под видео, и в правом верхнем углу ссылки. Вот эту маленькую, крошечную орхидею мы с вами недавно пересаживали. Жива орхидейка. Растут молодые корешки, но и материнское растение, помните, я его положила на корягу с мхом. Юлечка, Юлечка, что, интересно? Или ты песенки поешь, детки дендробиума, которая начала расти на коряшке? Там ничего не происходит, думаю, что ничего и не произойдет, но детка жива, здорова. Есть вот такая орхидея, которая выросла из 2 листиков. Вот на данный момент она не растет, она как будто спит, но при этом имеет растущие корни. Вот здесь виден носик маленького растущего корня. А вот листики не пускает, поэтому я ее продолжаю поливать, конечно, удобрять, и надеюсь, что цветение мы когда-нибудь увидим. Еще одна орхидейка, у которой тоже было 2 листа и вообще ни одного корня. Это савиум? Нет. Она просто стоит в горшочке, на котором написано название савион. Но савион орхидея находится позади меня. Я вам ее тоже недавно показывала. Она цветет, доращивает бутоны. То есть она отдала свой горшочек этой орхидеи? Да. Когда мы ее пересаживали очень давно. И это одна из орхидей, которая была совершенно с гнилыми корнями, восстановлена и цветет. Но горшочек пригодился для следующей орхидеи. Вот эта орхидейка, она то выпустит корни от шеи, то их опять отсушат. Вот здесь это все видно. И только один длинный корень у нее появился в горшке. Причем этот корень, сейчас не видно будет, но вот в этом месте он уперся в горшок и
перестал расти. А когда перестает корень расти, образуется какое-то почернение. Но я не обращаю на это внимания, потому что точно знаю, что если перестал расти в этом месте, обязательно начнет расти рядом. Тот же самый корень. Ну и она выпускает корни от шеи, да, что-то ей не нравится, она их закукливает, сушит, потом выпускает новые. Но я думаю, что ее в скором времени нужно пересадить, сделать для нее постоянную посадку, и тогда она будет расти, я надеюсь, что активнее. Вот эту пересадку я вам обязательно покажу, но, наверное, недельки через 2. Еще одна орхидея. У нее было достаточно много и корней, и листьев, но за год она все старые листья вот так потихоньку отсушивает. Растит новые, но корявые, очень корявые. Много корней, и в горшке есть корни, и под листьями есть корни. И она выпустила цветонос, даже не пересаженная, даже в этом маховом стакане появился цветонос. Но эту орхидею я уже пообещала подарить своей подруге, которая очень увлекается орхидеями, а потом мы попросим у нее фотографию, когда орхидея зацветет, для того, чтобы хотя бы знать, какие же цветы. Но один цветок я вам сейчас покажу. Кстати, у всех этих орхидей названий не было, только у вот этой, по-моему, и ту, которую я сейчас покажу, было название, даже не название, а аббревиатура. Было написано там B18, по-моему. Я так и не нашла, что это обозначало и как она должна была цвести, но одна орхидея зацвела. Это, конечно, восторг. Ей дали шанс выжить, и она зацвела. Да, листиков тоже не было. Были, вот остался ее родной листик. Вот такие были 2 полуживых листа, но за год появилось 3 новых, и вот такой шикарный цветонос. Я не знаю названия этого биглипа, но орхидея великолепна. Ради этого стоило бороться за их жизнь. Да стоит бороться всегда за жизнь каждой орхидеи, потому что они прекрасны, великолепны. Их цветение просто потрясает воображение. Вот такая великолепная орхидея теперь тоже будет в моей коллекции. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.